Всем привет! В прошлом месяце россияне практически перестали покупать новые машины. Спрос на автомобили с пробегом тоже сильно сократился. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. В апреле продажи новых легковых автомобилей по сравнению с и так провальным мартом снизились еще в 3 раза и составили 27 тысяч машин. Сегодня большинство иностранных компаний, кроме китайских, официально объявили о приостановке продаж и производства в России. Традиционно отечественные автозаводы также сталкиваются с проблемами из-за недопоставок компонентов. При этом спрос на автомобили начал активно сокращаться со второй половины марта. Для того, чтобы клиенты массово пошли в автосалоны, необходимо некое изменение ситуации и резкое падение цен. Сейчас у всех есть понимание, что с новыми автомобилями перспективы не ясны, но покупают их в основном те, у кого есть предсказуемость с доходами, или кому машина необходима для открытия бизнеса. Машины всех марок есть на складах, но их число существенно уменьшилось. В целом можно ожидать, что дилеры исчерпают имеющиеся запасы в течение 2 месяцев. Напомним, в марте российский авторынок рухнул сразу на 63% и составил 55 тысяч автомобилей. Существенное падение продаж показали абсолютно все компании из топ-25 самых популярных автобрендов нашей страны. На данный момент встали все автозаводы в России. А что творится на БУ рынке? В прошлом месяце спрос на автомобили с пробегом сократился. В результате стоимость автомобилей снизилась на 20-40%. Вторичный рынок переживает всплески и падения столь же значительные, как и рынок новых автомобилей. Но специфика тут явно своя. Специалисты отмечают, что бешеный рост цен на машины с пробегом, который наблюдался в марте, сейчас уже в прошлом. К настоящему моменту происходит откат, и прайсы постепенно возвращаются к уровню, который был в начале весны. С чем связана эта ситуация, надолго ли она и как будет развиваться? Пик спроса на автомобили с пробегом пришелся на март. Цены с начала года в этом сегменте выросли на 20-50%, а скорость продажи автомобилей возрастом до 5 лет увеличилась в 3 раза. Средняя цена авто с пробегом в апреле составила 1 миллион рублей. Ограничения в поставках новых автомобилей и изменение логистических цепочек предположительно приведет к дальнейшему росту стоимости авто. Такой фактор будет поддерживать спрос на автомобили с пробегом в ближайшие месяцы. Поэтому, несмотря на то, что в апреле цены в этом сегменте снизились, они могут снова пойти вверх в течение этого года. Рынок автомобилей с пробегом более стабильный, поэтому существенный спад ему не грозит. Вместе с тем, из-за повышенного интереса не исключено его сокращение в пределах 20%. Ну и обещанная мною шутка юмора. Политики рассказали по телевизору, что ждет Россию и где они это переждут. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Насколько упадут продажи новых и поддержанных автомобилей в этом месяце? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, нужно верить в то, что все будет хорошо.